Всем добрый день! Сегодня хочу подвести итоги по тем перцам, которые я высевала в этом году, которые у меня получились очень достойными, красивыми, крупными перцами. Они были достаточно сладкие, имели красивый такой презентабельный вид. Эти перцы вы видите сейчас у себя на экране. Дело в том, что оценивала я их по нескольким, так сказать, признакам, характеристикам. Это размер, это вкусовые качества, устойчивость к заболеваниям и, конечно же, урожайность. Все эти перцы я выращивала в этом году, некоторые у меня повторяются из года в год. Итак, первые перцы, о которых я хочу сказать, это боярыня и боярин. Боярыня красного цвета, боярин желтого. Вы сейчас увидите их на экране. Это среднеранние гибриды немецкой селекции. Растение достаточно компактное, 60-70, иногда более сантиметров. Первые плоды были до 350 граммов, хотя производитель заявляет 200-240 граммов. Боярыня красного цвета, боярин желтого цвета. Вроде бы он такой не очень крупный, но я говорю, первые плоды были очень большие, очень крупного размера. Перец очень сочный, перец сладкий и имеет достаточно большую толщину стенки, 8-9 миллиметров. Следующий перец – это биф-сибиряк. Я его высевала в этом году впервые. Биф-сибиряк – это селекция сибирского сада. Зеленый перец в начале, такой интенсивно-зеленого цвета. Достаточно такой хороший перец, среднеспелый. И крупные, толстостенные имеет плоды. Отличается компактным кустом, интенсивно формирует большое количество урожая, и плоды просто у него гигантские. Следующий – это большой куш. Перец красного цвета, фирма Элита его выпускает. Это крупноплодный, раннеспелый сорт. Растение высотой до метра, полураскидистое. Плоды 350-400 граммов у меня получились. Посмотрите, достаточно крупные. Мне приходилось его подвязывать. Толщина стенки 7-8 миллиметров. Следующий перец, который я выращивала не первый год, это перец гагашары. Есть несколько видов, это красный, это оранжевый, желтый. Все они отличаются тем, что имеют толщину стенки 10 и более миллиметров. Очень компактное растение, очень мясистое, похож на томат. Вы видите, здесь посажены у меня перцы гагашары оранжевого и красного цвета. Вот так получилось, что они вместе у меня растут. Вкус очень интенсивный такой концентрированный. Хочу сказать, что этот перец очень вкусный, очень сочный и действительно похож на помидоры. Следующий перец – это желтый бизон. В прошлом году я выращивала красный бизон, не очень он мне понравился. Желтый бизон все-таки отличается более таким насыщенным вкусом. И толщина стенки у него хоть невелика, где-то до 5-6 миллиметров, но такой нежный имеет вкус, очень приятный вкус и вот такую вытянутую форму плода. Должна вам сказать, что перец достойный, это раннеспелый перец от фирмы Гавриш. Перец красный рафлет. Я его не сфотографировала в зрелом виде, но посмотрите, перец очень красивый.
По форме он красивый, сладкий, толстостенный, очень сочный и такой гофрированной формы немножечко. Высокоурожайный куст достигает 60-70 сантиметров. Плоды до 200-300 граммов. Красный барон – это крупноплодный гибрид для открытого грунта фирмы «Элита», но его можно выращивать также и в теплицах. Раннеспелый, плоды у него очень вкусные, перцы массой 300-350, иногда 400 граммов. Оранжевый лев. Перец также фирмы «Элита», крупноплодный, достоин почетного места для пленочных теплиц, скороспелый, приблизительно его высота до 1 метра и более, очень неприхотливый, толщина стенки более 1 сантиметра. Перец накапливает большое количество плодов на кусте и очень урожайный. Ротунда красный. Есть 2 сорта, ротунда красная и ротунда оранжевый. Толщина стенки 1 сантиметр и даже был более. Перец формирует очень вкусные плоды до 200 граммов. Отлично растет в теплице и пригоден для открытого грунта. Высота этого перца приблизительно 70-90 сантиметров. Сорт отличается хорошими вкусовыми свойствами. Он сладкий, сочный, такой порционный сорт, который вы можете использовать у себя и выращивать его. И мой любимчик – это русский размер от Русского огорода. Огромный перец, без особых каких-то условий он может расти. 27 сантиметров были в этом году перцы по длине. Толщина стенки 0,8-1 сантиметр. Очень крупные плоды, куст просто облеплен вот этими плодами. Перец сочный, как я уже сказала, толстостенный и формирует огромные плоды и очень высокоурожайный. Посмотрите, какое большое количество перца на одном кусте. Перец действительно достойный. Уважаемые зрители канала, уважаемые подписчики, всем рекомендую эти перцы посадить у себя на следующий сезон. Перцы действительно очень достойные, очень красивые, сочные, вкусные, сладкие и, конечно же, очень урожайные. Всем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик.